Нинка работала продавцом. Она всегда мечтала получить эту профессию. Даже в детстве она играла только в магазин. Продавала у дома на лавочке листочки и цветочки, куличики из песка, а покупателями был дедушка, да бабушка и подружки деревенские, а вместо денег традиционно были листья подорожника, благо у дороги их росло с избытка. Когда Нинка подросла, то играть в магазин уже перестала, но не перестала думать о своей детской мечте. Она представляла, как работает в большом универмаге, даже еще больше, чем тот, в который они ездили с бабушкой в город. Они отправились туда, когда пришла пора собирать Нинку в школу. Это было фантастическое ощущение. Несколько этажей в стеклянных прилавках, витрины с товарами и продавцами, которые все это раскладывают, перекладывают и продают. Они были для маленькой Нины словно какие-то жильцы, или нет, даже скорее богини. Она мечтала стать одной из них, прикоснуться к чему-то волшебному. Нина жила в деревне вместе с бабушкой и дедом. Мама была, но она всегда где-то пропадала. Сначала Нинка спрашивала у бабушки, где мама. Она говорила, что она на заработках или в командировке в Москве и всегда при этом отводила глаза. Иногда раз в год, где-то в районе дня рождения Нины, мама появлялась. Всегда неожиданно, иногда на пару дней раньше, но чаще позже и никогда в сам день рождения. Она всегда обещала, что проведет с ней несколько дней. Они пойдут на речку и в лес. Но на утро от мамы уже и след простыл, а когда Нина пошла в школу, то мать и вовсе перестала приезжать и беспокоить ее. Нина перестала спрашивать, а позже узнала, что мать ни в командировке, то в клинике для наркоманов, то в клинике для душевнобольных. В общем, нестабильная была. Ну, а про отца девочка уже и не спрашивала, она и сама понимала, что его и в помине не было. Ну, чисто физически он, конечно, был, но скорее всего даже и сам не предполагал, что является отцом Нины. Так и прошло деревенское детство. Нина решила поступить в техникум, на продавца учиться. Да вот только с ее оценками не прошла по конкурсу. Вернулась домой, в деревню, а тут как раз перестройка, бизнес, предпринимательство. Ну вот Нинка и решила стать предпринимателем, а чего зря время тратить на учебу, что нового там могут рассказать. Она все детство играла в продавца и без всяких наук прекрасно знала, что там, да и как. Выложить товар на прилавок, поставить ценник, взять деньги и дать сдачу – невелика наука. И чего ради учиться, а это 3 года, боже, а в институте аж целых 5 лет учатся, ну так туда, наверное, одни дураки идут. Это уж каким надо быть твердолобым, чтобы тебя 5 лет продавать учили, фактически детской игре. Вон в дочки матери все играют, никто потом в институтах не учится, то бы мамами быть. Так и на продавца, нечего учиться, подумала Нинка и решила замутить бизнес. В первые перестроечные годы не было ни банков, ни кредитов, ни вообще понятия в стране о том, что такое бизнес. Деньги и оборот, что из чего складывается и откуда берется. Зато бизнесменов в малиновых пиджаках было пруд-пруди, и что самое страшное, 90% из них были такие же, как и Нинка. Зачем тратить время, зачем учиться, мы просто придем и возьмем, а что не возьмется, то отберем, а кто отдавать не захочет, в асфальт вкатаем. Вот у таких крутых бизнесменов и посчастливилось Нине взять денег, чтобы открыть ларек на остановке у себя в деревне. Ну не универмаг, конечно, и не торговый центр со стеклянными витринами. Товар толком разложить негде было, приходилось отвечать, что есть, чего нету. Внутри все было заставлено ящиками с бутылками, в которых был самый ходовой деревенский товар. Негде было не то, что развернуться, сесть было негде. Нина сама сидела на ящике с бутылками. Но она была счастлива. Счастлива так, как будто ее сделали директором большого универмага. Жаль только бабушка с дедом померли давно и не видят, каких высот по деревенским меркам достигла Нинка. Порадовались бы за нее. Но счастье девушки было недолгим. Однажды к ней в ларек просунул голову паренек с полным отсутствием волос на голове и здоровенной золотой цепью на шее. «Привет, в охране нуждаешься, красавица?» – спросил он. «Да вроде нет», – твердо ответила Нина. «А мне кажется, что нуждаешься», – сказал второй такой же лысый, заходя в дверь ларька. Он взял с витрины бутылку дорогой выпивки и уронил на пол, она, конечно, разбилась. «Ой», – сказал он, –
«Красавица, хочешь, чтобы он к тебе больше не приходил? Тогда платим», — сказал первый. Так Нина познакомилась с рэкетом. Изо всех сил она пыталась платить, но ставки все повышались и повышались. Лысые парни приезжали и иногда забирали вообще всю выручку. Нине стало ни из чего закупать новый товар. Дебет не сходился, и она катастрофически ломала голову, где взять денег, потому что подходило время выплат тем самым бизнесменам в малиновых пиджаках. Даже продав дом от бабушки и деда, она бы и половины не наскребла от нужной суммы, да и где самой жить в ларьке, что ли. Иногда ей казалось, что эти лысые не просто так оказались у нее. Она даже вроде видела их когда-то, когда ходила к бандюкам за деньгами. Уж не они ли подослали их к ней? Была в те времена такая особая забава у новых русских. Деньги для них были не главное, а главным было унизить и растоптать человека. Показать, что он букашка. Зачастую они сами ставили своих должников в такие условия, чтобы они точно не могли выплатить долги. Интересно было просто посмотреть, как народ будет выворачиваться, ну или просто хотелось не только долг вернуть, а отобрать все до нитки. Когда Нинка не смогла отдать долг, в конечном итоге оказалась на заднем сиденье какого-то импортного автомобиля с кляпом во рту. Как раз между этими двумя лысыми мужиками, которые в ларек приходили. Сначала они долго ехали по проселочным дорогам, потом свернули вообще на какую-то грунтовку. Нина не боялась, ей было все равно. Слава богу, бабушка не видит и дед не узнает, а там будь, что будет. Она была довольно симпатичная девушка, но не покончит же с ней. Максимум заставит отработать. «Ну, что ж, заодно опыта поднаберусь», – подумала она, и тут перед ними открылось довольно просторное поле с огороженным, высоким забором, а за ним – красивый, вороной конь с мохнатыми ногами и густой, черной шерстью, которая переливалась на солнце, играя всеми цветами радуги. Конь то вставал на дыбы, то пускался вскачь, играя мускулами. «Боже, так вот зачем меня привели. Она будет отрабатывать долг на конюшне», мелькнула у нее такая мысль. Да за таким красавцем она и даром согласна ухаживать. Лошади это были ее страстью, после работы продавцом. «Дедушка, давай лошадку купим», – просила маленькая Нинка у старика. «Да мы не прокормим лошадку, у меня уже здоровья нет, чтоб на покос ходить», – говорил дедушка. У Нины перед глазами всплыла картина из детства, как дедушка что-то строгал у печки, а потом утром у нее возле кровати оказалась маленькая, деревянная лошадка. Дедушка старался, но Нина обиделась. Она не оценила подарка, она хотела живую лошадку, а не вот это угловатое существо. Девушка швырнула игрушку в печку. Ей до сих пор было стыдно за свой поступок. Группа мужиков вытащила ее из машины, только сейчас она заметила, что у жеребца все на месте и видно, что где-то неподалеку течная кобыла и конь был готов прыгнуть на кого угодно и на что угодно. Бандиты усмехались и подталкивали ее к изгороди. «Но раз не можешь платить долги, будешь ублажать нашего жеребца. Рано ему еще папой становиться, а семя в голову долбят, так что полезай», – смеялись бандиты. От страха у нее подкосились ноги. Этот здоровенный конь может запросто ее затоптать. Тут мерзавцы взяли девушку, да и зашвырнули через забор к коню. То, что сделал конь, шокировало всех. Умное животное, увидев девушку, смекнуло, что если ее сюда перекинули, то и он сможет перепрыгнуть ограждение. Именно там он уже давно искал выход, чтобы попасть в соседний загон, к своей любимой, белой кобылке. Она стояла там тихонько в самом углу. Конь развернулся и понесся во весь опор. Все подумали, что на Нинку, признаться, она и сама так подумала, но конь с разбегу почти перелетел ограду, не тронув девушку. Приземлившись, он хорошенько врезал копытами своим учителям, с цепями на шее, и помчался к кобыле. Она вышла к нему навстречу, и они оба скрылись в неизвестном направлении. Водитель и охрана побежали за ним, забыв про Нину. Хозяин им головы сорвет, за коня. Нина поднялась на ноги, перелезла через забор и собралась бежать, вдруг потом остановилась и побежала к машине, на которой ее привезли. В зажигании были ключи. Девушка села за руль и ударила по газам. Она неслась по шоссе в неизвестном направлении. Нина знала только одно – домой она уже не вернется, там ей все равно делать уже нечего.
На стоянке ее ожидал сюрприз. В багажнике был дипломат, доверху наполненный долларами. «Ну вот тебе лошадка и на бизнес», – тихо сказала Нина сама себе. Дорогие друзья, вот такая история, а вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также пишите свои комментарии, что думаете по поводу этой истории.